Произошедшая у нас история заставила пережить бурю эмоций не один десяток человек. Наше село расположено в Горном Алтае, где летом бывает совершенно южный климат с температурой плюс 30 градусов, а зимой лютуют морозы до минус 40 и ниже. Чтобы здесь выжить, нужно иметь не только крепкий организм, но силу воли и любовь к родному краю, потому что при таком суровом климате вокруг неимоверная красота. Всеми этими качествами должны обладать не только люди, но и местные животные. Какой-нибудь городской мопсик на таком холоде в момент превратится в ледяную скульптурку, а дворовые бродяжки ничего, выживают и даже на морозе ночуют. Было бы чем подкрепиться, и любой злой мороз можно вынести. Двое закадычных друзей Федор и Петр, пенсионеры в преклонных годах, возвращались с работы. Проходя мимо дома неблагополучной соседки, они увидели собаку. Поднявшись по ступеням, старик увидел свернутого в колечко валета, уже порядочно заметенного снегом. Он только поднял на звук шагов свою изможденную морду и снова положил. Федор протянул ему хлеб. Собака снова с трудом подняла морду и встала на передние лапы. И тут Федор увидел своими полуслепыми глазами, что так бережно укрывал пес на морозе. На обледенелых досках лежал младенец. Казалось, он был мертвым. «Петька, Петька, скорее беги за нашей фельдшерицей. Полицию надо звать, эту стерву срочно в тюрьму надо посадить. Господи, да жив ли он тут? Петька, где ты? Она же своего ребенка на мороз выкинула, чтобы помирал». Петр от такого сумбурного крика не сразу понял, что произошло, но догадался, случилось что-то ужасное. Пока бежал, увидел, как Федор скинул свой тулуп, взял на руки малыша, завернул его и прижал к себе. От крика старика, от рук человека ребенок очнулся, начал тихо пищать. Валет вскочил и немного отошел в сторону. Он не понимал, что сейчас будут делать с ним. Бить? Скорее всего. Он так привык, что после ругани его всегда бьют. Но люди почему-то дали хлеб, погладили по голове. Что же дальше делать? Пес так и остался лежать на своем крыльце на обледенелых досках, пока не приехала полиция. Петр побежал к дому фельдшера Зинаиды Михайловны, еле разбудил уснувшую женщину, но та не стала на него злиться. По трясущимся губам и сбивчивой речи еле смогла понять, что произошло. Вместе они направились в амбулаторию, куда должен был прийти уже порядочно замерзший без тулупа Федька с новорожденным младенцем на руках. Фельдшерица ловкими движениями привычно уже готовилась к приему больного с обморожениями и холодовым шоком. Наконец в дверь зашел стучащий остатками зубов Федор, тяжело дыша от быстрой ходьбы. В тепле ему стало еще хуже, заныло сердце, подскочило давление. Но Зинаида Михайловна с ним быстро разобралась. Уложила, поставила укол, напоила чаем. За дежурного оставила дружка Петьку. Младенца в амбулатории развернули. Кроме тулупа, на нем было намотано тоненькое байковое одеяльце, доставшееся от сердобольных односельчанок, и пеленочка. На головке был хлопковый чепчик, который давно сбился на шейку. Вся одежонка была порядочно замарана, что означало, его не переодевали не менее суток. На кожице уже застарелые пятна сыпи от плохого ухода. Одеяло было насквозь мокрым. Практически, ребенок на 38-градусном морозе находился раздетым и вдобавок мокрым. Его почти сутки согревал своим теплом пес Валет. Потом было долгое разбирательство. Приехала полиция, Люську упекли в КПЗ. Она там, говорят, такие песни пела, как ребеночка своего любит. Да какая она хорошая мать, всю беременность витамины пила. Да уж, витамины 40-градусной крепости. Люди тоже не слепые, все видят. Социальная служба обследовала условия проживания ребенка и не нашла элементарных вещей, ванночки, теплого одеяла, даже шапки теплой не было, вместо нее бабкина шаль на голову. 3 пеленки в доме, про кремы, мыло детское и прочие мелочи можно и не вспоминать. Такая вот нечеловеческая, просто звериная жестокость. Спала, пока ее дверь не взломала полиция. Родительских прав на ребенка ее сразу лишили. Самого милого и ласкового слова «мама» она недостойна. Пусть остается навсегда женщиной, родившей этого человечка. Собачье сердце оказалось намного милосерднее, чем пропитое нутро женщины, родившей младенца и отправившей его на лютый мороз ночью почти раздетым и беззащитным. Вот и думайте сами, чье сострадание осознанное, человеческое или животное. Человек делает порой красивые поступки из корыстных побуждений, зверям такие изощрения неведомы. Они бросаются сразу, не обдумывая.
А Валет стал участником истории и спасителем жизни крохотного существа. За это его в местном отделении МЧС наградили специальной собачьей медалью. Живет он теперь у Федора. Мастеровой старик соорудил ему утепленную будку, кормит его дважды в день, берет с собой в лес. Благодарный пес немного округлился, шерстка стала лосниться. Когда бригада Федька да Петька пополнилась Валеткой, то их приближение можно узнать по заливистому лаю пса-медалиста.